Это Криштиану Роналду в последней части FIFA. А это я 22 года назад держу в руках FIFA 2004. И вы меня спросите: Роман, а что же здесь общего? А я вам отвечу, что именно в этой части FIFA впервые появился Криштиану Роналду с рейтингом 77. И сегодня мы переиграем его карьеру в самом сложном из всех исполнений. Все мы знаем, что у Криша 5 золотых мячей. А вот снова я на Камп Ноу с 8 золотыми мячами Месси. А мы сегодня попробуем поставить нереальный рекорд взять 9 ЗМ за карьеру. Также Криш взял 5 ЛЧ. Сегодня нам для выполнения задач надо взять 6. Но самая жесть еще впереди. Давняя мечта одного из величайших игроков в истории футбола взять чемпионат мира. А теперь вы готовы? На данный момент по системе гол плюс пас у Криштиану 1218 голевых действий. А мы постараемся сделать 1222. Условия ультра жесткие, давайте посмотрим, в какой лиге Криштиану будет начинать. Ну я не удивлен, это Премьер-лига. Теперь выберем команду. Я добавил все клубы, кроме топовых, по очевидным причинам. И сейчас мы узнаем, за какой клуб мы стартуем. И это Вулверхэмптон. И смотрите, какая у нас сочная моделька Криштиану. Начинаем с возраста 17 лет и рейтингом 77, с которым он был впервые в FIFA. По позициям я ему сделал реалистичную картину, с которой он начинал. Это левый фланг нападения, позиция страйкера иногда и левый мид. Поскольку у нас в 26-й FIFA мультипозиции, я думаю, что Криштиану поиграет на позиции форварда. Но как оно будет на самом деле, я не знаю. Схему менять мы не имеем права. И первый сезон мы заканчиваем с полнейшим провалом, хотя бы не вылетели. На мой взгляд, это достаточно слабый старт. 29 в основе матчей, 9 мячей и 2 ассиста. Я думаю, что молодой португалец все-таки не тянет уровень английской премьер-лиги на данный момент. И чтобы выполнить наши задачи, надо пойти на экстренные меры. Кстати, ни у кого ж не было сомнений, что мы никаких трофеев не выиграли вообще. И я на второй сезон принимаю решение отправить Криштиану в аренду в чемпионат послабее и почти Спортинг, но у нас альтернативная история, это Бенфика. И Криштиану Роналду в возрасте 18 лет уходит в аренду в Бенфику на 2 года из Вулверхэмптона. Здесь молодой Роналду выбивает из состава Бруму. Ну и скажу честно, состав у португальцев для чемпионата местного очень даже мощный, они в ЛЧ наверняка о себе заявят. Кстати, у нас тут проходил первый чемпионат мира, на котором Португалия вышла на первом месте из группы. В 1/16 по пенальти обыграла ирландцев, в четвертьфинале прошла сборную Германии, а вот в полуфинале оступилась с Англией. Но, как я понимаю, молодого Криштиану в состав сборной Португалии, к сожалению, не вызвали. Но несмотря на усиление в виде аренды молодого Криштиану, Бенфика заканчивает только на 4-й строчке. Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы взять Кубок Португалии. В Лиге Чемпионов проходим раунд плей-офф на тоненького, где шустро слетаем от РБ Лейпциг, а побеждает мадридский Реал. И мы знаем, что где-то в альтернативной вселенной там Криштиану и выигрывает. Очень неплохая прокачка плюс 4, но по забитым 11 плюс 2, по-моему, мы это видели в прошлом сезоне. Но Криштиану решил на второй год в аренде не оставаться и вернулся в Вулверхэмптон. Но когда он приехал в Англию, случилось нечто. Оказалось, за год, пока Криро был в аренде, Вулверхэмптон свалился в чемпионшип. Да уж. И Криштиану хочет вернуться в Премьер-лигу, но его не отпускают, и Вулверхэмптон еще на год, пока не закончится контракт. Третий сезон для Криштиану оказывается получше, 15 плюс 8. И волки возвращаются в Премьер-лигу, это наш первый трофей. Но это не имеет никакого значения, поскольку ачивка у нас только по Лигам Чемпионов. FA Cup за Сити, так же как и Карабао. На новый сезон Криштиану позарез отказался оставаться в Вулверхэмптоне и вообще в Англии и решает себя попробовать в Ювентусе, где он играл в реальной карьере. И молодой Криштиану в возрасте 20 уже лет становится игроком Ювентуса. И тут, я думаю, он точно может претендовать на основной состав. Но как минимум Джонатана Дэвида, я думаю, он из него выбьет. Тут, кстати, еще чемпионат Европы был, на котором мы со второй строчки выходим дальше. В четвертьфинале обходим хорватов 1-0. В полуфинале вновь не повезло, на этот раз итальянцы. Первенство они же и забрали. В этот раз Роналду вызвали в состав, но он, к сожалению, не играл. Вместо него играл Фабио Сильва. А вот тут совсем непонятно, что случилось, но Кафане играл вместо Криштиану Роналду. Португалец забил всего лишь 6 за сезон.
Переходить из клуба в клуб, из сезона в сезон не самая лучшая идея, поэтому я надеюсь, мы останемся в Ювентусе, так и есть. Тем более чемпионат мы закончили на второй строчке, это не самый плохой вариант, как вы понимаете. Выиграли Суперкубок Италии, и еще Копу Италии взяли, разгромив Интер в финале 0-5. А в Лиге Европы было, конечно, не все так хорошо. Раунд плей-офф Фрайбург-то мы прошли. А вот в следующей стадии Ньюкасл нам этого сделать не позволил. И я надеюсь, что в этом шикарнейшем новом молодом Ювентусе уж очень большие шансы у Криштиану Роналдо для того, чтобы стать вновь суперзвездой. И вместе с окончанием 5-го сезона Криштиану выигрывает Скудетто, Суперкубок Италии. А вот Копа за Наполи. И здесь опять проклятый полуфинал. В Лиге Чемпионов дошли до него и проиграли Атлетику. Финал забрали также матрасники. В этом сезоне Консеса я такого вообще не видел никогда. 63 плюс 23. Криштиану скромно 27 плюс 5. И, кстати говоря, 88-й рейтинг. И здесь уже можно переходить в супер топ клуб. Но предварительно хочу подвести наши итоги после 5 сезонов, и результат на самом деле пока такой себе. То есть, возможно, шикарная карьера Роналдо — это просто течение событий, что ли? Просто посмотрите, каких супер топов я добавил, и это неудивительно, у Криштиану Роналдо такой рейтинг, ПСЖ нас ждет. Кстати, в процессе перехода в Париж мы участвовали в чемпионате мира. В 1/16 по пенальти обыгрываем Ирландию, в четвертьфинале вновь по пенальти обходим Данию, полуфинал 3-0 уверенно выигрываем французов, третье место за ирландцами, а мы в финале выигрываем Испанию, и это наша первая ачивка, мы ее выполняем прямо сейчас. Получается, Роналдо переходит в ПСЖ уже в статусе не то что суперзвезды, а обладателя Кубка мира. И это фантастический результат, состав просто пушка, обратите внимание, Сафонов 90-й, это чё за приколы? Только давайте вместо Ди Лоренцо все-таки Хименеса здесь поставим. И вот так состав выглядит, как будто бы он вновь готов забирать Лигу Чемпионов за Лигой Чемпионов. А там уже и золотой мяч не за горами. И в этом сезоне Роналдо выигрывает Лигу 1, что неудивительно с таким составом. Суперкубок Франции. Кубок Франции тоже за Парижем. В Лиге Чемпионов топ-5. И сразу же в 1/8 вылет от Сити. А трофей забирает Ливерпуль. И уже сколько сезонов прошло, 6, если быть точными, а Роналдо все еще не может найти свою игру. Рейтинг 91, но в основу его практически не пускают, даже Колому они больше отыграл. Я не понимаю, что это. Все-таки шансы остаться в Париже я бы воспринимал как достаточно высокие, и давайте еще сезончик. Но все-таки я верю, что он должен закрепиться как следует в этом составе, ребят, но лучше мы уж точно не найдем. Они должны брать трофей за трофеем. Это наверняка сейчас самый лучший клуб в мире. И это очередной трофей для Криштиану Роналдо в альтернативной вселенной. Это Лига 1. Суперкубок тоже забирают. И Кубок Франции. Может быть, квадрупл прямо сейчас. И первый трофей ЛЧ для Роналдо. Проходим Сити в раунде плей-офф, многообещающе. В 1/8 побеждаем Франкфурт. В четвертьфинале Барселону. А в полуфинале опять Атлетико Мадрид. Но здесь уже не матрасники, а Ливерпуль становится чемпионом. Ну и вот этого я очень ждал. Криштиану наконец-таки заиграл и начал забивать. Вкачал плюс 3 за сезон, уже 94-й. 35 плюс 11 за сезон. Тут еще и чемпионат Европы проходил, в котором Португалия с первой строчки выходит из группы. В четвертьфинале проходим Нидерланды, а вот в проклятом для нас полуфинале сливаем Франции. А петушки в свою очередь проиграли немцам в финале. На новый сезон шансов остаться в ПСЖ у нас все больше, потому что состав сумасшедший. В прошлом мы сделали свой лучший перформанс в возрасте 23 лет, ну и сейчас посмотрите, что у ПСЖ в ростере находится прямо сейчас. Я не знаю, что здесь можно добавить, это просто какая-то фантастика. Сафонов 93 в возрасте 33 лет. Криштиану опять лучший в составе, 30 плюс 17. Обратите внимание, я подтянул ему новую модельку, он все-таки повзрослел, примерно в 25 он так выглядел. Ну и если честно, дуэт тут недоволен, потому что играет, как я понимаю, вот этот самый Лекруа Реген. Офигеть, что за составище. А, кстати, вместо Скалвини играет Ивкович. Возможно, Реген Видича, как мне видится в этой ситуации. Блин, я не знаю, куда из этого можно уйти.
Но все зависит от результатов, потому что нам по нашему челленджу необходимо выигрывать Лигу Чемпионов 6 раз. Вновь победа в Суперкубке. А вот кубок за Страсбургом в этот раз. ПСЖ просто сумасшедшим образом выходит из группы, не проиграв ни разу. В 1/16 проходит Атлетик, в четвертьфинале в непростой борьбе Лион, в полуфинале, да, мы проходим Мадридский Реал и наконец-таки выходим в финал Лиги Чемпионов, где в сухую выигрываем у Наполи, это наш первый трофей в ЛЧ. В целом еще есть все шансы успеть выиграть все остальное. Все меньше шансов у нас уйти в какой-то другой клуб, вот здесь Бавария была очень близка. Но и с этого года мы обязательно начнем смотреть церемонию золотого мяча, потому что все шансы у нас есть для того, чтобы ее выиграть. Ну не церемонию, а золотой мяч, естественно, выиграть, ну вы поняли. Итак, объявлены номинанты на золотой мяч и все футболисты ПСЖ. Скажите, как уйти из этого клуба? Ну я вас поздравляю, господа, это наш первый золотой мяч. Как начиналась наша карьера, мне казалось, что закрыть эти ачивки ну просто невозможно, но как мы перешли в ПСЖ, картина явно изменилась. И вот тут уже закачка застопорилась, но все равно очень неплохой сезон, 33+10, Лекруа 18+7, Куара 16+14 и у Хвича начинается даунгрейд. Но пока еще не критично. А вот это, на мой взгляд, уже критично. Страсбург забирает, фарм-клуб Челси. Офигеть. Но мы у них отбираем суперкубок Франции, обычный кубок за Реймсом, ЛЧшку заканчиваем вот при таком раскладе. В 1/16 опять Атлетик нам попадается, и мы его проходим с разгромом. В четвертьфинале еле-еле Мадридский Реал, в полуфинале Челси. И финал выигрываем у Боруссии Дортмунд, это второй трофей ЛЧ в копилку. У Роналду по контракту остался всего лишь 1 год в Париже, и как будто бы надо уже куда-то двигаться дальше. Несмотря на 2 трофея подряд Лиги Чемпионов, команда потихонечку стареет, и в скором времени нужна будет глобальная перестройка состава. Но я не знаю, готов ли я и готов ли Роналдо ждать. Не в его это характере, мне кажется. Ему надо выигрывать трофеи и закрывать наши ачивки. В этом году нам номинантов не показали, но победитель золотого мяча 2034 это Криштиану Роналду. Париж забирает очередное чемпионство в сезоне 34-35. Кубок в этом году за Марселем. Зато мы играли в УЕФА Суперкап, и это тоже победа, 3-2 над Франкфуртом. И это будет очень красивая история, как с мадридским Реалом, 3 ЛЧшки в подряд и на выход. В 1/8 проходим Ньюкасл в сухую. В четвертьфинале Атлетик, в полуфинале РБ Лейпциг. И это действительно по пенальти 3-я Лига Чемпионов подряд, и мы ее забираем. А этот сезон просто великолепный. 40+7 у Криштиану Роналдо в возрасте 27 лет, и это наш 10-й сезон. И вот так выглядят наши промежуточные результаты. И на мой взгляд, да, некоторые здесь варианты, так сказать, просаживаются, их выполнить, скорее всего, невозможно. Но другие, скорее всего, мы закроем. Хотя вначале казалось, что это невозможно. Контракт с ПСЖ закончился, поэтому давайте подыщем новый клуб, и этого не может просто быть. Какого хрена? Это Барселона. Но поскольку Роналдо стал свободным агентом, он бесплатно переходит в Барселону, и в Барсе мы знаем прекрасно, что всегда проблемы с финансами, поэтому здесь как бы все прекрасно. Контракт на 5 лет подписываем, зарплату он хочет почти 1 миллион. Это просто фантастика абсолютная, но... А нет, подождите, это отступные 1 миллиард. Охренеть, это вообще что такое? Ну давайте ради интереса поставим, вдруг его кто-то выкупит. В рамках эксперимента этого будет даже очень интересно, остальное все принимаем. И Роналду получает 11-й номер в Барселоне, немножко упоролись мы все вместе с вами, но тем и интереснее будет эта серия, это просто фантастика, 27 лет Криш в Барсе. Роналду здесь меняет Джонатана Дэвида. Ну и честно признаюсь, общий состав у Блаугранда вызывает вопросы. Хакими 36 лет, я не знаю, имеем ли мы право делать трансферы в этой рубрике, поскольку я ее вот только начал, посмотрел у западных, естественно, блогеров всяких, вы можете написать свое мнение, но состав у Барсы очень престарелый, и с этим приходится мириться. Кстати, Фати все еще здесь. А вот номинанты на золотой мяч в 2035 году: Ламин Ямаль, Да Коста, Роналду и Лекруа. И золотой мяч в этом году достается Лекруа. Вот так новости, господа. Криш вроде как стабильно из сезона в сезон набирает вот эти вот свои очки по 40-40+, но этого недостаточно, конечно, чтобы побить его ситуацию в реальной карьере.
Барселона уступает мадридскому Реалу всего лишь 1 очко и не выигрывает Ла Лигу. Проигрыш в Суперкопе, Кубок Испании за Валенсией, Суперкубок за нашим бывшим клубом. В Лиге Чемпионов выходим только с 16-й строчки в раунд плей-офф, в нем проходим Ньюкасл, потом обходим сливочных. А вот в четвертьфинале по пенальти с Ливерпулем не повезло. И победа за Юве, в котором мы тоже играли. Кстати, поскольку нам выпала Барселона, пару дней назад вышла серия 10 сезонов за каталонский клуб. Обязательно посмотрите после этой, если еще не видели. Я не знаю, как у вас, но у меня крайне поубавилось желание оставаться в Барселоне, и нам выпадает на следующий сезон Челси. Тут еще заканчивается очередной чемпионат Европы, и мы выходим из группы со 2-й строчки. А вот в четвертьфинале слетаем от Шотландии. А испанцы забирают трофей. А у Челси тут состав, я вам скажу, уж очень интересный. В 2 форварда они играют. Регены прям жесткие. Ансельмина 90, какой-то кипер Юнг, это, наверное, реген Нойера 95. В общем, еще Хато остался. В общем, все очень и очень интересно. Давайте смотреть по итогам. Я думал даже не смотреть золотой мяч, потому что мне казалось после провального сезона в Барселоне это полнейшим абсурдом. Но в 1936 году по какой-то причине Кришу присуждают, золотой мяч. Ну ладно, спасибо. А вот такой статистики мы от Роналдо еще нигде не видели. В возрасте 29 лет 47 плюс 18. И Челси выигрывает английскую премьер-лигу. Неудивительно, с такими показателями. FA Community Shield тоже за лондонцами. И Emirates Cup — это 3-й трофей. В Лиге Чемпионов залетаем в топ-8. Сразу же проходим в 1/8 Лион. В четвертьфинале сливаем Баварии. А финал оказался за Ливерпулем. На новый сезон остаться в Челси шансы достаточно большие. Чуть-чуть в другой лондонский клуб мы не переехали. Вот с таким составом мы залетаем на наш новый сезон. Некоторые игроки свалили от нас, трансфер я все-таки решил не делать. Вы в комментариях напишите, стоит ли заморачиваться и за каких игроков вы хотите увидеть карьеры в будущем. Все-таки покупать куда-то игроков, не знаю, это постоянное усиление клуба. А так хотя бы даем свободное плавание, так сказать. И еще один золотой мяч, это удивительно, но факт. Роналдо 2037 год. А вот это, конечно, удивительно, но в принципе 47 для 30-летнего футболиста, несмотря на то, что это Криштиану Роналду, в целом очень достойно. Челси 2-й год подряд забирает АПЛ. FA Community Shield тоже за нами. Emirates FA Cup за Ливерпулем. Карабао за Челси. В Лиге Чемпионов выходим со 2-й строчки, и бывший клуб Роналду показывает потрясающие показатели. В 1/8 проходим Интер. В четвертьфинале Порту. Выходим в финал, в полуфинале Лейпциг. И в финале победа — это очередной трофей Лиги Чемпионов. Состав на новый сезон у Челси выглядит максимально круто, но сможет ли остаться Роналдо в этом клубе? Узнаем с вами прямо сейчас. И нет, все-таки Челси. А пока мы были якубовичами и крутили барабан, здесь случился чемпионат мира очередной. Португальцы с 1-й строчки выходят из группы. В 1/16 проходим Голландию, в четвертьфинале Польшу, а вот с Францией в полуфинале не повезло по пенальти. Зато выигрываем 3-е место. А финал за французами. Роналдо почему-то отыграл только 3 матча и ни хрена не забил. А вместо него играл некий Хавьер Брага в основе. Чё за бред, Может, травма. Но вот тут я совсем не сомневался. 2038 Криш получает золотой мяч очередной. А вот это просто легендарнейший сезон. Интересно, сможет ли он апнуть 99-й, поскольку он остался у нас только один. 15 сезонов всего, вы понимаете прекрасно. Очередное чемпионство АПЛ. FA Community Shield тоже за Челси. А вот и FA Cup за Бёрнли, Карабао в финале сливаем Чарльтону. Суперкубок забираем. В ЛЧ Чехия выходим с 4-й строчки. В 1/8 побеждаем Фрайбург. В четвертьфинале прям, разносим мадридский Реал. И аристократы достаточно горячи, чтобы взять очередную Лигу Чемпионов. И это действительно случается. По пенальти в финале выигрывают Рен. Я не знаю, простите вы меня или же нет, но мне кажется, на наш последний сезон я хочу остаться в Челси, потому что если куда-то мы перейдем, вообще шансов на самом-то деле не так уж и много что-то выиграть. А здесь и ЗМчик можем забрать очередной, и еще одну ЛЧшку выбить. И 2039 год Криштиану забирает еще один золотой мяч и бьет свой личный рекорд.
Хотя, если я не ошибаюсь, он еще в прошлом сезоне его побил, но итоги совсем скоро. А вот в этом сезоне Станкович, наш прямой конкурент по набору забитых мячей, нас, конечно, обогнал. И у Роналду нет, 99-й не случается, у него пошел даунгрейд внезапно. Это, конечно, для меня большая фантастика в возрасте 32 лет. Хотелось бы видеть другое. Челси вновь третий уже или четвертый раз подряд выигрывает АПЛ. И FA Community Shield тоже забирает. Пока по пенальти за Кристал Пэлас. Карабау тоже за аристократами. И суперкубок забираем. В Лиге Чемпионов заканчиваем топ-7. В 1/8 в сухую проходим Франкфурт. В четвертьфинале также в сухую Парижан. В полуфинале не без проблем. Выбиваем Лион и выходим в финал. Важнейший момент, и тут проигрываем Ньюкаслу. Вот такие результаты у нас замечательные получились. На мой взгляд, удалось сделать многое. Что-то было совсем завышенное. Если вам понравилась такая тема, напишите в комментах, за кого хотели бы увидеть еще. Также лайк и ваша подписка.